я все не знаю, как подойти к теме высшего образования в России. Понятно, что я в этой системе работал долго. И еще дольше я наблюдал за тем, как работают люди в этой системе. Потому что вы знаете, что мой отец был преподавателем университета. И я, соответственно, с детства наблюдал, как это все вертится, крутится в Советском Союзе, а потом в России, а потом сам участвовал в этой системе. Но поскольку эта тема очень большая, я все думаю, а к качеству роликов я сейчас начал относиться лучше. То есть я бывает такое, что записываю контент, потом его удаляю, потому что мне не нравится, как это все записано, сформулировано. Оцените мои труды, поставьте лайк, подпишитесь на меня, отошлите мои ролики своим друзьям, кому это может быть интересно, напишите комментарий. Я стараюсь отвечать на большинство комментариев, иногда очень развернуто, когда есть некое подобие диалога. Но когда мне пишут о том, что я пропагандирую путь Антихриста тем, что предлагаю вам защищать свои гражданские права, ну, честно говоря, я не понимаю. Ровно как я не понимаю выражение, когда мне говорят, что в СССР все было самое лучшее, а Россия самая лучшая страна в мире. К вопросу, кстати говоря, об образовании. Если Россия самая лучшая страна в мире сейчас, объясните мне, почему дети руководства России, ведущих чиновников, бизнесменов, почему они все учатся на Западе? Объясните мне, почему, если Россия такая прекрасная страна, почему у них у всех западное образование? Если такая прекрасная страна Россия, почему Маргарита Симонян училась за рубежом? Но это к вопросу. Значит, по поводу высшего образования. Давайте, я прям очень коротко хочу сделать замечание. Когда я учился студентом, был студентом, учился в университете в начале 90-х, я активно участвовал в языковом обмене. То есть общался со студентами из разных стран ради изучения английского языка. Ну, просто я тогда уже владел английским в какой-то степени. И я хотел укрепить это знание от носителей. У меня было общение с студентами из разных стран, из Великобритании, из Соединенных Штатов, из Германии. Студенты, которые приехали по обмену в Краснодар, даже не языковых курсов, просто, там, допустим, у меня сохранилась дружба с немцем, а он физик, так же, как и я, по первому диплому. Но этот обмен устраивал университет. То есть там было, наверное, сейчас есть, но тогда это было как само собой разумеющееся, что в этом, даже в Кубанском госуниверситете, в маленьком вузе, провинциальном на самом деле, в нем было отдел, который занимался международным обменом. Я думаю, что сейчас международного обмена с странами НАТО нет. Ну, с испанским языком проще, испанский язык 26 стран используют, но вот с английским как-то посложнее. Я просто не знаю дружественных России стран, где на английском языке говорят. По-моему, даже Мальта и та, где второй государственный язык это английский, и тоже там не входит в число дружественных стран, полагаю. Если бы мне в 90-е годы сказали, что будет дальше со страной, с высшим образованием, я бы, наверное,
еще в 90-е годы поступил как несколько моих однокурсников, они уехали из страны. Еще в 90-е годы, в начале 2000-х. Потому что на самом деле это было незаметно, но с начала 2000-х система образования пошла под откос. И почему я вам это сейчас рассказываю? Потому что никаких нету свидетельств того, что образование будет восстановлено. Когда переходили в начале 2000-х на Болонскую систему, на бакалавриат и магистратуру, это делалось для того, чтобы Россия могла участвовать со своими студентами в международном обмене. То есть, по сути, шла синхронизация между подходом к высшему образованию в России и в европейских странах, чтобы студенты могли легко уезжать учиться в Европе, в США, в Канаде, в Великобритании, в Австралии, в Новой Зеландии. Я не думаю, что кто-то стремился уехать учиться в Кению или даже в Индию. И сейчас, уйдя от системы, которая была на протяжении последних 20 лет, и возвращаясь к специалитету, у меня вопрос. Окей, вы откатываетесь к советским практикам. Тогда откатитесь к советским практикам и во всем остальном. Но уже, я вам гарантирую, что уже в 2010 году высшее образование в массовом виде, оно недофинансировалось. То есть, когда я пришел в 2010-х годах преподавать в университет, IT-технологии, и каждый из студентов моих платил 130 тысяч рублей в год, при том, что доллар тогда стоил, наверное, по 30 в 2010 году. Может, меньше. В районе 30. То есть, грубо по 6 тысяч долларов студенты в 2010 году платили за год обучения. Кому интересно, может залезть на сайты, например, любого европейского вуза, с кем бы университет Карлсруэ, город побратим Краснодара, немецкий университет Карлсруэ. Залезьте на сайт этого университета и посмотрите, сколько стоит обучение для не гражданина Европейского Союза на английском языке. И вы удивитесь, что на английском языке, обучение на английском языке всегда дороже, чем обучение на местном языке, потому что когда вы учитесь на английском языке, вы прежде всего усваиваете понятийный аппарат, то есть все эти термины, все эти названия операций, названия любых действий. То есть вы буквально сразу, получая образование на английском языке, вы сразу становитесь востребованным во всем мире, потому что вы на этом английском языке, куда бы вы ни поехали, вы можете работать. Кстати, об этом отдельно расскажу сейчас. Так вот, на сайте университета Карлсруэ, я как-то несколько лет назад ради любопытства туда залезал, смотрел. Стоимость обучения в год не на медицинских специальностях, причем на медицинских дороже, стоила примерно столько же. То есть те же самые деньги на английском языке стоит в Карлсруэ столько же, сколько обучение в Краснодаре, когда я преподавал. Но при этом в 2010 году компьютеры, на которых я должен был учить, были устаревшими. Программное обеспечение на этих компьютерах, Windows тот же, был устаревшим.
Никаких других программ для использования в учебном процессе не было. И мне руководство кафедры сказало: это твои проблемы, тебе нужно делать и поддерживать учебный процесс. Ставь нелицензионные, то есть ворованные по сути программы, ищи где-то лицензии для вузов. То есть тебе самому нужно вот все это придумать, все это сделать чуть ли не за свои деньги, покупать эти компьютеры. Вуз получает оплату за обучение, конкурентную по мировому уровню, подчеркиваю, при том, что обучение на русском языке, не на английском. А преподаватель должен делать все, чтобы можно было вообще давать какие-то знания. У меня был курс, ну совершенно идиотский курс сети и системы связи. Почему он идиотский? Потому что курс есть, а систем связи нет. То есть мне нужно было этот курс читать, не имея ни оборудования, никаких там Cisco не было, никаких там Juniper'ов не было, даже каких-нибудь Huawei'ов не было. То есть нужно было преподавать, не имея аппаратной базы, да и программной базы была ноль почти. Но при этом устаревший Windows, но это все равно, что сейчас учить на Windows, я не знаю, XP. Ну ладно, Windows 7, например. То есть, конечно, да, в Москве, в каких-нибудь там Южном федеральном университете, в каких-то вузах ситуация другая, лучше. Но у нас этих вузов много, и, по-моему, каждый вуз стремится взять вот по максимуму, просто продавая эту ненужную корочку в рассрочку. Я своим студентам еще в 2010-2011 году говорил: ребята, ваша корочка в IT никому не нужна. Вообще никому не нужна, потому что в IT ценят не по корочке, а ценят по реальному опыту, реальным знаниям. И какие бы у тебя корочки не были, если ты вот начнешь работать и не покажешь своих знаний, никакая корочка тебя не спасет. Да, если ты пойдешь в какой-нибудь госорган и покажешь свой какой-нибудь диплом, то тебе скажут: у тебя хороший диплом о высшем образовании. Ладно, будешь там вот младшим специалистом в отделе и будешь брать маленькие взятки. Но в реальной коммерческой компании, без государственного участия, без блата, интересуют только реальные знания. Так вот, я вам скажу так, что если бы в 90-х годах, когда я учился, мне рассказали, как будет развиваться наука в России последующие 20 лет, я бы уехал в 90-е годы. И сейчас я никаких не вижу предпосылок того, что ситуация с высшим образованием поменяется. Я даже вижу предпосылки того, что ситуация поменяется к худшему. Преподавателей умирают, аппаратная база стареет, из-за санкций нового железа, любого, а весь учебный процесс на естественно-научных специальностях и в медицине построен все-таки на аппаратной базе. То есть, ну, можно, конечно, учить в медицинских вузах на оборудовании 20 века, но предполагается, что образование, которое дается, оно современное. Значит, человек, который учится в медицинском вузе, он должен уметь пользоваться современным оборудованием. И еще более это справедливо для естественно-научных специальностей. Для биологии, для химии, для нейрофизиологии какой-нибудь. Ребята, да нет, но там нужно современное оборудование. И иначе ценность этих дипломов, она будет близкая к нулю. Просто потраченное время. И почему я считаю, что это может быть все еще хуже? Ну, смотрите. Мой диплом физика-преподавателя в Испании неприменим, потому что я должен в начале получить диплом от университета, от института Сервантеса. Ну, это вот такой уполномоченный государством орган, который подтверждает твое знание испанского языка. Я должен получить диплом о том, что я владею испанским не ниже уровня B2. На примере английского скажу, что с уровнем B2
можно учиться в ВУЗе, то есть это уровень достаточный для свободного общения в учебном процессе. Я сдавал сертификат на английский B2 в 2013 году. И в 2013 у меня был подтвержденный уровень B2. Сейчас я думаю, что английский у меня где-то на уровне C2, C2. То есть близок к уровню носителя языка. Просто потому, что я каждый день на английском общаюсь. И просто потому, что я на нем общаюсь последние 30 лет. После того, как ты получишь сертификат B2 в любом языке, в испанском, во французском, в английском, конкретно в Испании, тебе нужно сдать свой диплом апостилированный. То есть обязательно на дипломе должен быть апостиль, о чем надо заранее позаботиться, еще будучи в России. Так вот, апостилированный диплом и сертификат уровнем B2 нужно сдавать на амальгацию диплома. То есть на подтверждение своего знания, своего уровня знаний, полученных в другой стране, к тому уровню, который необходим в Испании. В разных странах процедура по-разному выглядит. Я читал где-то, что в Канаде или в США или в Великобритании, где-то в англоговорящей стране такое вот подтверждение диплома выполняют независимые ассоциации, какие-то независимые органы, бывают конкурирующие, и там это платно. Не помню порядок цифр, но это легко гуглится. Суть в чем? В том, что по времени это занимает порядка 2 лет. То есть если вдруг каким-то чудом у меня сейчас будет испанский уровень B2, напомню, что я еще не имею права выезжать за пределы Испании, у меня документов нету на это. Вот, допустим, я показываю, что у меня уровень B2, мне нужно еще 2 года ждать, пока у меня диплом будет подтвержден. Это что касается диплома физика преподавателя. Что касается диплома, что касается практических знаний, то есть в области информационных технологий. Те, кто в IT и без меня знают, те, кто собираются переквалифицироваться в айтишников, извините, но я буду вам сейчас говорить неприятные вещи. Прежде всего, от вас потребуют знания опять языков. То есть английский is a must. У вас английский должен быть свободный, потому что иначе вы просто не сможете коммуницировать. Русский язык, украинский язык никому здесь не нужен, от слова совсем. Даже если компания с российскими корнями, даже если компания с российскими учредителями, но вы находитесь в стране, где другой язык используется, у вас, если компания интернациональная, тем более, только английский, на русском вы можете дома разговаривать или на украинском. Поэтому английский должен быть свободный в IT. И в Испании, конкретно в Барселоне, от вас потребуют еще 2 языка. Обязательно потребуют. То есть буквально в описании вакансии будет написано, что у вас должен быть свободный испанский язык уровня B2 и выше. У вас должен быть английский B2 и выше. Все, что ниже, это просто не считается достаточным для общения уровнем. И поверьте мне, это так. Потому что я вспоминаю себя в Англии в 2013 году. Я только что сдал на сертификат Кембриджа B2. Приезжаю в Англию, и выясняется, что в университете меня все понимают, в университете я всех понимаю, выхожу на улицу, я никого не понимаю. И меня никто не понимает практически. Потому что B2 это все-таки уровень, скажем так, некого такого структурированного учебного общения. А на улице люди говорят с акцентом, они говорят неправильно, они используют даже неправильные слова. Они говорят быстро, они используют жаргон.
То есть в Испании знание языка — это краеугольный камень. И у вас же здесь жесткая конкуренция. И, кстати говоря, она жесткая во всех остальных странах. Ну давайте подумаем. В Испании, значит, когда вы приезжаете, даже если у вас прекрасное образование, но за вашу позицию на будущей работе конкурируют выходцы из 26 стран Латинской Америки. Раз. Плюс есть люди из других европейских стран, которые, ну, по каким-то своим причинам, например, влюбились в испанку или в испанца, и они хотят жить в Испании. Многие хотят жить именно в городах на побережье, то есть мало кто хочет ехать в какой-нибудь Толедо или Лион или еще куда-то. То есть туда, в глубинку, в Испании. Все хотят жить рядом с морем, в Барселоне, я не знаю, в Бильбао. Неформальная такая IT-столица Испании. Ну, конкуренция есть между Барселоной и Бильбао. Все хотят жить рядом с морем. Понятно почему. Потому что здесь прохладнее просто летом. Здесь в глубине, внутри континента адская жара. И вот вы конкурируете за рабочее место с теми, кто либо говорит на испанском как на родном, пусть с небольшим акцентом, но говорит. И у кого общий бэкграунд, кто читал те же самые книги на испанском языке, что и испанцы, кто смотрел те же самые фильмы, кто, ну, короче говоря, в одном языковом поле. И вы, которые должны конкурировать либо с носителем испанского языка, либо с каким-нибудь немцем или немкой, которая имеет право на работу в Евросоюзе, потому что гражданин и гражданка Евросоюза, у нее, как правило, какое-то знание английского языка уже есть, понимание реальности европейской жизни. Ну, то есть вы на третьем месте, если честно. И конкурируете вы за небольшие зарплаты. Значит, в Барселоне, если вы зайдете на какой-нибудь инфоджоп, посмотрите, вилка зарплат в IT от 22 тысяч евро до 28-30. Вилка в основном. До уплаты налогов. То есть для Европы это очень важно. Вам показывают вилку до уплаты налогов. То есть в отличие от России, вот если в России указана вакансия, там написано, ну условно говоря, 40 тысяч рублей. Вам показывают вакансию с суммой, которую вы получите на руки, как правило. Там потом начинаются уже пляски с бубном, типа нет, мы вам говорили, это гражданско-правовой договор, или там мы вам хотим платить 40 тысяч, если вы будете ИПшником. Но в нормальной ситуации 40 тысяч это то, сколько вы будете получать на руки в месяц. Я понимаю, там бывают KPI, бывает премия, бывает окладная часть, ну понятно. То есть в любом случае практика основная в том, что вам в России говорят о зарплате, которую вы получаете на руки, в Европе вам говорят о зарплате, которую вы получаете до налогов. И потом из этой зарплаты, которую вам указывают, допустим, 22 тысячи, для какого-нибудь там, я не знаю, специалиста технической поддержки. Потом из этой суммы у вас будут вычитать налоги. И налоги в Испании дифференцированы. То есть шкала такая вот прогрессивная, но тем не менее в среднем вы будете платить 40-50% налогов. Тут бывают случаи, когда люди, допустим, получают некую ставку по зарплате, но за счет того, что эта ставка на более низкой шкале налоговой, то они платят меньше налогов и, соответственно, им получается больше на руки. А потом им немножко повышают зарплату, и они переходят на другой уровень прогрессивной шкалы,
и платят больше налогов, получают меньше на руки, чем они получали до повышения зарплаты. Так вот, по Барселоне вы можете проверить мои слова, зайти на любой сайт по поиску работы и проверить. От вас требуют знания 3 языков. Испанский B2 и выше, желательно свободно. Английский B2 и выше, желательно C1, C2. И еще один европейский язык. Вот это вот уже стало правилом. Прям уже стало правилом. То есть просто знание испанского, то есть языка в той стране, где вы живете, и знание английского как языка международного общения недостаточно. От вас потребуют знания, на большинстве позиций потребуют знания еще одного языка. Например, широко распространена практика, когда немецкие компании или компании с севера Европы, допустим, из Нидерландов, релоцируют свои офисы в Испанию, просто по причине того, что здесь для боссов более приятный климат. Все-таки теплые море и теплые зимы в Барселоне приятнее, чем в каком-нибудь Копенгагене. И поэтому боссы сюда переезжают и перевозят за собой офис. Плюс еще зарплаты ниже в Испании. И когда ты босс, и когда у тебя хороший доход, то затраты, соответственно, в Испании все-таки ниже. Я помню, что Дания не входит в зону Евросоюза, в зону, господи, не Евросоюза, а в зону евро. Там у них кроны. Я помню, что я, когда летел через Копенгаген, потратил в один вечер на бургер и пиво 50 евро. Ну вот я поменял 50 евро. Мне хватило их на то, чтобы купить билет из аэропорта до центра и обратно. И на бургер с пивом, то есть на ужин. Все. Дания дорогая страна. Поэтому, конечно, переезжая с доходами из Дании, даже в Барселону, сразу становится как-то полегче жить. Плюс экономия. Экономия на том, что ты здесь сидишь, нанимаешь специалистов. Вот сразу пример. Тебе нужно говорить на, допустим, датском или на немецком, очень часто спрашивают, французский, потому что это ближайшие соседи. И это 2 крупнейших экономики в Европе, то есть немецкая и французская экономики. Нидерланды номер 3, мне кажется, по валовому продукту. 3 языка. Готовьтесь. Если вы собираетесь переезжать, то же самое будет. Ну, вот я работал в Бельгии, у нас был подрядчик, то есть я на стороне заказчика работал, на предприятии. У нас был подрядчик. Соответственно, компания из Нидерландов. И мы общались на английском, но компания и ее специалисты были готовы общаться и на французском, и на английском, и на немецком. Мы такие вот жители Нидерланд, полиглоты. Им деваться некуда. Страна маленькая, 11 миллионов населения, кругом другие страны с большим количеством населения. Хочешь вести бизнес? Говори на нескольких языках. И поэтому в Бельгии, как правило, политики, руководящие должности в компаниях занимают выходцы из Северной Бельгии. То есть представители Фландрии, фламандцы, которые говорят всегда на нескольких языках. То есть на своем родном фламандском, который диалект голландского языка, на английском, на французском. Ну и, как правило, поскольку голландский и немецкий близки, и, в принципе, там можно друг друга понимать, они еще и по-немецки говорят. Представляете, в Бельгии 3 официальных языка. Вот. Вот это общее европейское требование. Знание 3 языков в совершенстве. Ну, желательно в совершенстве или близко к свободному владению. Плюс вы должны быть профессионалом в своей области. Плюс у вас должен быть европейский опыт. Желательно или как минимум международный опыт.
И потом уже начинается, а сколько вам лет, а какой у вас диплом. Завершая, как бы закругляя свою мысль, при найме на работу в Европе от вас прежде всего потребуют продемонстрировать наличие навыков, которые нужны на этой позиции. То есть возможность коммуницировать с коллегами свободно, знание нескольких языков, практический опыт в этой области, подтвержденный, допустим, работой в местной компании испанской, в европейской компании, в международной компании. Ваш опыт в России никому не интересен. Ну, если там вы не работали в IBM, например. И уже в самой последней очереди будут смотреть на ваш диплом. Поэтому те, кто меня сейчас смотрит, я полагаю, что меня в основном смотрят родители студентов или будущих студентов, тратить деньги на образование в России бессмысленно. Это образование очень сложно конвертируемое. Поверьте мне, как человеку, который всю жизнь занимается образованием, и частным, и государственным, как преподаватель, и получил диплом британского вуза о том, что я специалист в образовании, в организации учебного процесса. В Европе и в мире совершенно другой подход к образованию и другие требования. Те знания, которые раньше даже давали в России, даже в IT, они плохо конвертируются. А теперь из-за того, что IT это не только мозги, но это еще и железо и софт, из-за санкций, как минимум, это IT станет дороже. Ну, то есть, да, можно ввести какой-нибудь сервер через какой-нибудь Казахстан. Можно даже поставить какой-нибудь нелицензионный софт. Но ведь вся ценность этого там, железа какой-нибудь, той же циски, вся ценность какого-то софта не в том, что вы просто имеете это и пользуетесь. Вся ценность еще в том, что вы получаете обновления. Те же самые искусственный интеллект, то есть те же самые графические платы, графические процессоры. Уже не говоря о каких-нибудь там квантовых компьютерах. То есть я о чем? О том, что, ребята, давайте вспомним, вот я это прекрасно помню, конец 80-х годов. Я своими руками паял какой-то попавший в Россию в виде элементарной базы, в виде микросхем и логики. Я своими руками создавал себе компьютер. Синклер, ZX Синклер, по-моему, назывался. То есть это архитектура, которая отличалась от архитектуры, разработанной компанией IBM. То, что мы понимаем под персональным компьютером, и мы сейчас знаем две, так сказать, ветви. Это то, что делал Intel, и вместе с Intel на их процессорах делали такие компании, как Hewlett Packard, IBM. И есть ветка Apple, и они делали, так сказать, свои процессоры или свою архитектуру на чужих процессорах. Но были и другие архитектуры. Вот там компания Sinclair делала свою архитектуру. Я своими руками этот процессор паял. Естественно, по готовым схемам, как бы я там школьником еще был. Но я о том, что, ребят, мы занимались вначале в советской школе разработкой программ на клонах, подчеркиваю, на клонах IBM-овской техники. То есть советская промышленность клонировала западную технику и потом под своим брендом, мы помню, там Болгария где-то участвовала в этой кооперации, по-моему, эти дискеты делали Болгария. Но вот на этих клонах западной техники, то есть своих ничего не придумали, к вопросу о том, что в СССР была хорошая наука. Если она была такая хорошая, почему не разработали свою архитектуру, а скопировали западную архитектуру?
И потом, когда уже в начале, с развалом Советского Союза открылись границы, начали завозить бэушную технику из США. Прежде всего, бэушные компьютеры завозили, а значит устаревшие. Вот эти компьютеры завозили, и как баран на новые ворота мои преподаватели в школе, а потом в университете. В университете еще была советская техника. Вот мы смотрели на эти оригинальные американские, европейские, всякие компаки, Хьюлетт-Паккарды и прочее, пятое-десятое. То есть, понимаете, вот элементарная база, она, железо это, оно очень важно для IT. Именно поэтому Россия когда-то была в каких-то там, на каких-то первых позициях в IT в мире, а сейчас эти позиции Россия теряет, потому что у России был последние 30 лет относительно свободный доступ к технологиям западным. То есть, если тебе нужно было, и западные компании хотели, они приходили, давали вузам. Я помню, что в Кубанском государственном университете, да почти в каждом университете был учебный центр СИСКО, в российской транскрипции ЦИСКО. То есть западные компании хотели, чтобы люди учились на их железе, хотели, чтобы люди учили их архитектуру железа, подсаживали на свои технологии, если хотите. Ничего подобного, я уверен на 146%, ничего подобного Россия не в состоянии повторить даже с учетом сотрудничества или там зависимости от Китая. Тот же самый Huawei, тот же самый ZTE, они активно сотрудничают с американскими компаниями, они используют наработки американских компаний, вузов и так далее. Вы знаете, что в Штатах университеты производят максимальное количество технологий. Я был в Дрезденском техническом университете, и у меня есть в соцсетях видео, как нас приводят и показывают чистый цех, который в учебных целях создала компания AMD в Дрездене. То есть и Intel, и AMD, и другие компании типа Qualcomm, они строят свои производства супер высокотехнологические в таких странах, как Германия, потому что эти производства выступают по сути мозговым насосом. Они из студентов того же Дрезденского политеха отбирают самых лучших. Как они их отбирают? Они учат на своих вот этих вот учебных заводах по производству чипов, они учат студентов, и в процессе обучения они выбирают самых лучших, и этих самых лучших привлекают более высокими зарплатами в США и вывозят. И это проблема для Западной Европы, это проблема для Германии прежде всего. Но вы можете представить себе что-то подобное? Даже вы можете хотя бы элементарно представить себе, чтобы компания Huawei или ZTE открыли какой-нибудь чистый цех, я не говорю про завод, чистый цех открыли где-нибудь в Ростове-на-Дону на базе, допустим, Южного федерального университета. Я не могу себе такое представить. И про Сколково я не могу себе такое представить, чтобы Сколково обзавелось какой-нибудь наномикронной технологией, 6 наномикрон, 8 наномикрон, даже 11, чтобы там какой-то завод по производству чипов, тот же Huawei открыл. Я в это не могу поверить. А это означает что? Что IT в России будет потихонечку деградировать, вот ровно в той степени, в какой степени будет деградировать аппаратная база, которая осталась. Если в 2010 году, когда были границы открыты, когда Microsoft, да любая другая софтверная компания, они готовы были с вузами подписывать соглашения, давать свой софт на особых условиях, почти бесплатно, то сейчас о чем вы говорите? Одна, вторая, третья компания заявляет о том, что они уходят с российского рынка. И поэтому, если вы отец или мать
будущего студента или действующего студента, пока есть возможности, отправляйте своих детей учиться в странах, где учат за те же деньги, как я подчеркнул, что и в России, то есть с более низким качеством в России учат, но за те же деньги, что и в Европе, плюс-минус. Отправляйте своих детей учиться в Европу. Учиться, язык студентам дается намного легче, чем взрослым людям, за счет общения, за счет того, что мозг свободен от ненужной информации, как у меня, о 2 предыдущих браках, всякой информации полно. То есть студенты намного быстрее в языковую среду погружаются, быстрее перенимают язык и вперед учатся. А дальше выбор это за вами. Я сторонник обучения на английском языке. Не только потому, что я знаю этот язык, просто потому, что понимаю, что конкурентные преимущества у английского языка безусловные. Выучившись какой-то профессии, особенности в области хай-тека. Но и не только. Если вы, допустим, ребенок у вас талантливый, допустим, химик или биолог, он получил свой диплом на английском языке, он выучился. А такие прям вот есть градации. То есть если на сайте вуза какого-нибудь вы посмотрите, там написано медицина отдельно, и медицина всегда дороже стоит обучение на медицине, чем на других специальностях, каких-нибудь там типа политологии или социологии. Медицина всегда самая дорогая, но и в медицине самое дорогое это изучение этой медицины на английском языке. Понятно, что там какие-то курсы будут на местном языке, наверное, но в основном будут на английском преподавать, и всю терминологию ребенок будет знать на английском языке. Что это дает? Это дает ему возможность сразу, если он, допустим, идет куда-то работать, или он идет дальше учиться, или он идет дальше, допустим, не быть практикующим врачом, а идет, допустим, в исследования, в исследовательскую фирму, создавать новые лекарства или работать на каким-нибудь brain-computer interface. Вот, в общем, если ребенок идет дальше в любую область с английской терминологией, везде может найти себе применение. А уж выучить, как эти термины звучат на местном языке, особенно в естественных науках, ну, не такая уж большая сложность. Диплом на английском языке всегда дороже. А дальше смотрите, что вам интереснее. Ну, я знаю, что в Германии, это я уже забегаю вперед, но я знаю, что обучение в вузах на местных языках всегда дешевле. Все, с вас подписка, лайк, репост. Напишите комментарий, как вам пригодился ваш российский диплом.